Чем больше люди требуют, тем более коварные методы придумают продавцы, чтобы удовлетворить просьбу своих клиентов. Часто бывает так, что вам приходится выбрасывать огромные суммы, чтобы в итоге стать жертвой мошенников. На крючок таких изобретательных продавцов в свое время попался герой нашей истории, за что дорого поплатился. Он думал, что приобрел невероятно редкую породу собаки, но ужасная правда уже на следующий день вернула его с небес на землю. Прогуливаясь улицами мегаполиса, он случайно заметил мужчину, который продавал щенков. Однако, это и не удивительно. Бьюсь об заклад, вам тоже нечасто приходится видеть полосатых щенков, которые белее похожи на тигренка, чем на собаку. Он долго наблюдал за этими маленькими чудесами природы и вдруг захотел себе такое же животное. С ней популярность ему обеспечена. Но его планы разбились на щепки уже в следующее мгновение, когда юноша узнал стоимость такого маленького комочка шерсти. 5000 юаней, что составляет около 52 тысяч рублей. Впечатляющая сумма как для щенка, не так ли? Пойти на такую покупку означало для парня отдать значительную часть его сбережений. Поэтому, опустив нос, он решил отказаться от этой идеи. Тогда он грустно побрел по своим делам, но за что бы он ни брался, из головы не шло тот впечатляющий щенок. Прошло несколько часов, как он снова пришел к тому уличному продавцу. Вот только на этот раз у него в руках была необходимая сумма, которую он отдал за нового жителя своей квартиры. Однако, радость от покупки все еще несколько омрачала легкое чувство непонятной тревоги. Но он решил на это не обращать внимания. Дело и так уже сделано. После того, как парень вернулся домой, он долгое время проводил рядом со щенком. Когда часы уже показывал полночь, а мозг требовал погрузиться в сон, он заметил незначительное изменение в его невероятной собаке. Ему показалось, что шерсть животного стала темнее. Но решил, что все это из-за того, что было уже поздно и искусственное освещение так повлияло на оттенок. Поэтому, без всякой задней мысли, выключил свет и направился в постель. На следующее утро, после того, как они вернулись с прогулки, парень решил, что стоит искупать своего нового товарища. Здесь его и ждал неприятный сюрприз. После нескольких минут в воде, шерсть малыша начала резко темнеть, а сама вода приобретала непонятный рыжий цвет. Тогда он и понял, что вчерашняя тревога была внутренним голосом, который кричал ему о его ошибке. Вместо удивительной породы собаки, он приобрел обыкновеннейшую дворняжку. Вот только за невероятную сумму. Такого поворота событий он никак не ожидал. Парень замер на несколько минут, в то время как его мозг торопливо пытался найти ответ на единый вопрос, что теперь делать. Почему-то он решил, что следует немедленно разыскать злополучного продавца и вернуть свои деньги. Он побежал на место, где еще вчера толпились люди и зачарованно наблюдали за тигровыми собаками, если их можно так назвать. Но, чего и следовало ожидать, он никого не нашел. Юноша хотел расспросить людей, возможно, кто-то знает того продавца, но уже через мгновение понял, насколько маленькие их шансы снова встретиться. Он был разбит. Теперь перед парнем восстала новая дилемма: что делать со щенком? Прогнать его он не мог, ведь это означало, что он просто выбрасывает свои деньги на ветер. Но и оставлять его он не хотел, ведь каждый раз, как собака попадалась ему на глаза, он вспоминал о том ужасном обмане, на который он добровольно подписался. Несколько дней юноша пытался найти выход, но тщетно потом решил, что лучшим решением будет отдать его тем, кто сможет о нем хорошо заботиться и кто ему обрадуется.